Привет, друзья, с вами Лада. Это видео снимаю по запросам, в нем я расскажу, что я беру на пленэр. Давайте разберемся сначала, что такое пленэр. Пленэр — это, если простым языком объяснять, это рисование на открытом воздухе. Это либо написание полноценной картины вне помещения, на улице, на море, в поле, в лесу и так далее, либо это создание каких-то скетчей, набросков. В прошлом году мне попленерить нормально не удалось, потому что лето выдалось очень дождливым, соответственно, было не очень удобно выходить на улицу и рисовать там. Надеюсь, что все-таки этим летом будет больше возможностей. Будем надеяться, что будет больше солнышка и будет возможность попленерить как надо. Сразу скажу, что в этом видео я показываю именно свои материалы в соответствии с той техникой и стилем, которую я использую. Я в основном рисую акварелью, очень-очень редко акварельными карандашами, соответственно, набор материалов у меня будет зависеть именно от этого. Если вы рисуете другими материалами, соответственно, материалы у нас будут отличаться. Но тем не менее, я буду очень рада, если что-то из видео вам понравится и пригодится. И первое, что я хочу показать из этого набора для пленэра, это скетчбук. То, в чем мы будем делать наброски, скетчи, какие-то картины, может быть. Этот скетчбук я делала сама, вот в этом видео показывала полный процесс. Он у меня толстенький, потому что тут вложены еще дополнительные тетрадочки, о которых я чуть-чуть попозже расскажу. Скетчбук у меня на кольцах. Это, по-моему, самый удобный вариант блокнота для зарисовок, который мне попадался, потому что здесь можно удалять листы, убирать, вкладывать новые. Еще, знаете, очень удобная вещь скетчбука на кольцах такая. Например, некоторые скетчи, некоторые наброски получаются прям такие, прям вах, их можно и хочется повесить на стену, но если у вас сшитый скетчбук, конечно, это будет неэстетично смотреться, если вы будете вырывать листы или даже вырезать аккуратненько, все равно аккуратно не очень хорошо получается. Тем не менее, вот здесь такая задумка, что мне, например, какая-то, если картина понравится, которую я напишу, или там скетч, или набросок, я его могу очень запросто убрать из этого скетчбука и повесить на стену, оформить в паспорту и так далее. Будет радовать мой глаз там. Здесь я еще пока листы не меняла, они у меня еще с декабря месяца, тут какие-то зарисовки. Здесь у меня кармашки, подробно, конечно, я об этом скетчбуке рассказывала в том видео. Здесь я не буду так подробно обо всем этом рассказывать, скажу лишь, что это очень удобно, тем более тут очень такая достаточно крепенькая обложка, и даже вот этот скетчбук, если на весу держать, тоже достаточно удобно получается. По поводу тетрадочек, которые вот здесь промелькали, это тетрадочки я сделала тоже сама. Здесь у меня какие-то такие зарисовки, прям кухонные, можно сказать, тут лук, яблоко и так далее, и так далее. Это когда мне лень, например, в этом скетчбуке что-то ваять, даже в гостях я возьму вот эту тетрадочку с собой и что-то такое изображу. Здесь та же самая тетрадочка, только уже с акварельной бумагой, и тут цель примерно такая же преследуется, то есть, например, я иду в гости, я же не беру с собой целый вот этот пленерный набор, я возьму какую-то такую тетрадочку, зарисовочку какую-то сделаю, уже дома доделаю, в порядок приведу. Все это помещается у меня вот в этом скетчбуке, вот так он закрывается, возможно, я еще резинку тут переделаю, чтобы закрывалось более плотно. Это что касается блокнотов, зарисовок. Дополнительные блокноты я не беру на пленэр. Если что-то, например, хочется зарисовать, я зарисовываю, потом домой прихожу, например, там уже на отдельном листе, если мне захочется нарисовать картину какую-то, уже изображу так. Далее из материалов, наверное, из последних материалов, я на пленэр с собой много не беру всего, это краски. Краски у меня вот в такой палитре. Я ее покупала на Алиэкспресс, вот в этом видео показывала очень подробно. Мне эта палитра безумно нравится. Я ее уже использую с января месяца. Единственное, что тут немножечко плотно как-то так заедает, но это не мешает совсем работе этой палитры и не отражается на ее качестве. То есть все очень качественно сделано. Здесь, кстати, видите, даже пластик белый, хотя я на нем постоянно мешаю краски. То есть это все отмывается меламиновой губкой с содой, вообще отлично. Здесь краски
я пока не сделала выкраску этих цветов, но скажу лишь, что тут основные цвета: желтый, красный, синий, зеленый. В общем, из этих всех цветов можно сообразить очень даже хороший какой-то скетч. Эти цвета, саму вот эту краску я брала из кювет. У меня оставались кюветы неиспользованные, и я вот так вот доставала эту краску, я даже специально вот оставила, чтобы вам показать, и вот сюда вот помещала. Поэтому вот кто-то меня спрашивал, например, что лучше, в тюбиках или в кюветах, и вообще, если нет, например, тюбиков, а хочется, да, как-то изобразить, вот, пожалуйста, можно вынуть краску из кювет и сюда, например, ее просто перед использованием обязательно смочить, чтобы она размягчилась, чтобы она легко бралась на кисть, и все окей. А здесь чем мне нравится вот эта палитра? Тем, что вот здесь есть отдельное такое место, куда можно положить кисточки. Самые основные кисточки, которые вы можете взять с собой. Здесь самые основные кисточки у меня это кисти с резервуаром для воды, то есть сюда наливается вода внутрь, и уже, соответственно, когда вы рисуете, вот так вот немножко нажали на этот резервуар, вода вытекла из самой кисти, да, и вы можете и набирать краску, и промывать даже таким образом. Эти кисти я покупала на Алиэкспресс, ссылочку обязательно в описании оставлю, очень хорошие. У меня 3 штуки куплено, всеми пользуюсь. Вот этой кистью уже пользуюсь очень долго служит. Также у меня есть такая же кисть, такой же системы, только очень-очень тоненькая. Правда, я ей пользуюсь очень-очень редко, потому что, ну, как-то тоненькие детали я привыкла и этой кистью делать, тут тонкий кончик. Здесь у меня еще есть вот такая вот самая дешевая кисточка из козы, если я не ошибаюсь, она для каких-то мелких заливок. Так как скетчбук у меня маленького формата, то такой кисточки достаточно. Простой карандаш. Правда, я его поменяю скоро на механический, потому что этот постоянно нужно затачивать, а механический в этом исполнении очень прост и удобен. Резинка. У меня резинки двух видов. Это простая резинка, вот такая вот, очень, кстати, нравится именно вот этой фирмы, и художественная клячка. То есть она мягкая, она не раздирает бумагу, снимает только верхний слой карандаша. В общем, такой вариант тоже очень удобен. Да, еще... Вот здесь я подготовила еще 2 вот таких ручки. Это черная гелевая ручка. Все-таки этим летом хочу попробовать зарисовки, такие прям скетчи с помощью черной гелевой ручки и лайнера. Лайнер здесь у меня 0,2, тоненький. В принципе, толстым я только мандалы рисую, а вот тоненький, думаю, что для скетчей в самый раз подойдет. В основном на пленэр я беру один из этих вариантов. Чаще всего это черную гелевую ручку. Лайнер у меня остается дома. Вообще всегда все по настроению. И убираю вот в эту палитру. Палитра очень хорошо закрывается. Все очень плотно, ничего не вываливается. Следующие материалы, которые мне нужны для работы с акварелью, это упаковка бумажных салфеточек. Главное, чтобы она была небольшая. Иногда я вместо этих салфеток беру хлопковую тряпочку. Но это тоже все по настроению, по ситуации. И еще бутылочка с водой понадобится. Иногда я ее не беру. Иногда мне достаточно той воды, которая у меня в кисти. То есть это для каких-то быстрых зарисовок. Если это какая-то там работа, то да, вот бутылочка с водой в самый раз пригодится. И последний из материалов, которые я беру, это вот такая вот палитра тоже. Это у меня осталось от акварельных красок Шминки дорогих. Здесь у меня были тюбики, но я вытащила все вот это наполнение, и сюда у меня вошли акварельные карандаши. Я ими иногда пользуюсь, причем не в рисунках, а в мандалах. И иногда, когда я выезжаю на дачу, на природу, иногда хочется не скетч какой-то нарисовать, набросок природы или там зарисовку города, а именно мандалу. Поэтому я акварельные карандаши тоже беру с собой. Здесь у меня даже резинка. Ну, вроде достаточно. У меня тут 24 цвета. Даже не всеми цветами я пользуюсь. Я планирую даже немножко сделать такую сортировку этих акварельных карандашей. Вот.
В принципе, это все материалы для пленэра, которыми я пользуюсь. Этого мне хватает, этого мне достаточно, чтобы сделать какую-то зарисовку на открытом воздухе. Если что-то я не закончу, я заканчиваю уже дома, в этом нет проблем. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось и, может быть, что-то пригодилось. Еще раз скажу, что я говорила о своих материалах. Естественно, если вы рисуете другими материалами, то ваш набор для пленэра будет отличаться. Ставьте большие пальчики вверх, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал, впереди много всего интересного. Возможно, летом буду снимать вам какие-то коротенькие зарисовочки с пленэров своих. Я очень надеюсь, что будет много солнышка этим летом, и вам тоже желаю хорошей, отличной погоды, вдохновения и отличного настроения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!